Дорога в преисподнюю у писателя Гоника начинается с черного хода на кухне его московской квартиры. Это как в каморке у папы Карла. Почти золотой ключик и выход в другой мир. По узкой и крутой лестнице отсюда несколько минут до глубины, за которой начинается государственная тайна. За глаза Владимира Гоника называют первым диггером Советского Союза. В начале перестройки Владимир Михайлович пробрался в подземный город, которого нет ни на одной карте. Город-бункер для правительственной элиты. Вот эти системы подземные, они имеют несколько этажей. С тех пор у него все подземные ходы записаны. Дальше это убежище сочетается с линией метрополитена, и то есть практически можно в любое место Москвы попасть. Писатель Гоник уверяет, если постараться попасть в мир иной, для избранных может любой смертный. Филевская линия – бывшая подземная правительственная трасса от Кремля до ближней дачи Сталина в Кунцево. Сейчас вы смотрите на схему метро и видите нелепость двух станций. Одна кончается, другая начинается, там какой-то нелепый переход, да? Это же делалось как закрытая ветка метро. Вот ее потом решили, надо ее открыть. Открыли. Она функционирует. Секретную линию открыли для народа вскоре после смерти вождя народов. Это был аттракцион невиданной щедрости. Остальные станции метро не для всех, так и остались тайной за 7 холмами Москвы. Существуют реальные ветки, которые не надо строить, но их не открывают. Карту секретного метро можно легко найти в интернете. Убедиться, что это не розыгрыш, элементарно. Каждую ветку выдают воздухозаборники. Вот они, небольшие зеленые домики. Идут из центра за город. 25 декабря 1987 года. День открытия Куйбышевского метро. У самарского метро через год юбилей. В 87-м его построили всего за 9 месяцев. Бегут голубые вагоны подземки. Вы едете в Куйбышевском метро. Директор музея «Бункер Сталина» один из немногих знает секретную формулу ускорения. Строители использовали старые тоннели. Метро прошло по линии тайной подземной железной дороги. Они сюда приезжали как бы под легендой строить метро у нас в Куйбышеве. Метро. Так что не исключено, они могли и раньше приехать. В свое время здесь была запасная столица СССР. С тех пор, куда ни копни, всюду командные пункты и бункеры политбюро. Бункер Сталина – единственный рассекреченный дворец подземного царства. Личный кабинет вождя – уменьшенная копия одного из залов Московского Кремля. Еще 4 двери. Это просто муляж. Гид уверяет, в бункере всего один выход. Аварийный забыли построить. Но стоит ему ударить, как на допросе, ярким светом в лицо, как он тут же признается, здесь еще много того, что скрыто. Во-первых, это действующий объект не может быть использован. Ну, естественно, что информация та, которая есть. Директор долго держался, но в итоге тоже сдался. Есть секретные коридоры. Они ведут в другой бункер под зданием соседнего санатория. Для Калинина. Для Калинина. На фронте, на Поляне. Ну, да. Там санаторий Волга, вот там, да. Это для него. То, что это санаторий двойного назначения, видно невооруженным глазом. Где еще отдыхающих берегут с автоматами, представляется посыльными. Да. Это была типовая подземная застройка. Бункеры советских вождей похожи друг на друга, как хрущевки в спальных районах. 76-й год. Все было заменено. Секретный город для политбюро выкопали московские метростроевцы. Берия позаботился, чтобы секреты не вышли наружу. Практически для всех московских метростроевцев бункер Сталина стал братской могилой. Берия здесь расстреливал. Да, это несомненно. Это подземная Москва, которой вроде бы нет. Не заброшенные подвалы и полузатопленная канализация, а настоящие подземные улицы и проспекты без названий, но с номерами домов. Мы находимся под землей, а на воротах надпись «Дом 37». Причем совершенно не шуточная, потому что она была раз отмечена и два отмечена. Владимир Гоник кружит по паутине московских подземелий, словно это 6 соток дачного участка. Вот эти подземные системы, они пронизывают московские холмы. Из конца в конец это такое паучье строение, как паук расползается. Причем идешь, и там начинает это все делиться. Вот это направление я точно знаю, это в сторону Кремля. Да. Значит, вот это в сторону Лубянки. Путь к тайнам спецслужб внезапно преграждает стена. Вот эта вот новая кладка, стена, отгораживает дорогу, которая идет на Лубянку. Ну, еще на всякий случай положили сюда Мерседес.
Разобранная машина со срезанным серийным номером прямо под носом у чекистов. Явно угнана рядом еще одна. Здесь точно работали неофициальные дилеры. Исследователь Гоник не удивлен. Брошенные автомобили, подпольные склады – часть новейшей истории секретных подземелий. Я здесь встречал свежеугнанные машины, которые здесь разбирали, перебивали номера. В центре этого сквера находилась вышка, как вытяжка из шахты, которая уходила потом глубоко вниз. Его имя и фамилия до сих пор засекречены. Бывший полковник ГРУ полжизни провел в таких секретных подземельях, о которых не решится упоминать даже писатель Гоник. Здесь под нами находится, в общем, учебно-тренировочный полигон и тир, стрельбище. Он в отставке, но помнит наизусть, в какие кустики в Москве нужно зайти, чтобы попасть в спецметро. По центру вот здесь вот находилась, в вот этом массиве находилась здесь такая башня, этот вход туда в подземелье, который был огорожен в свое время таким металлическим забором, и туда никого не пропускали. Этот вход в правительственную подземку замуровали несколько лет назад, но люди в черном до сих пор не подпускают даже к лужайке, где был секретный вестибюль. Берите камеру. Камеру берите. Сразу и не догадаешься, кажется, обычный фонтан, оказывается вытяжка из подземного города. Под этим фонтаном вот как раз вся вентиляция и спуск. Среди шума ветра явно слышен звук поезда. Провожатый уверенно ведет вдоль правительственных кабелей связи на шум. Непонятно только, что за странная ветка метро проходит в этом месте. Эти поезда ходят каждые полчаса в вагонах, никого. Внешне кажется обычная электричка, только старого образца. Техника практически такая же, только как поезда метрополитена старого образца. Естественно, отделка другая. Это подземный город в 3 горизонтах. Он не поверил своим глазам, когда впервые увидел, какие они на самом деле, закрома Родины. Там домов, конечно, таких нет. Улицы, ходят трамвайчики, машины ходят. Есть перекрестки, есть светофоры, там баня есть, там есть бассейн, там можно отдыхать. Михаил Полторанин был ближайшим соратником Ельцина и вице-премьером правительства. Он первый, чуть ли не единственный в истории России государственный чиновник, официально признавший, под Москвой есть и секретное метро, и город для высшего руководства на случай ядерной войны. Резервный командный пункт, где на стене висит огромное табло электронное. И на этом табло ты видишь, где атомные подводные лодки американцев. В 90-х все подземное хозяйство чуть не пошло прахом. Полторанин утверждает, практически в одиночку он спасал легендарное метро-2. Оказалось, что вот эти объекты прекращено было финансирование. Главную подземную стройку социализма спасать от разрушения оказалось слишком дорого. Последний периметр охраны, собственно говоря, до этого еще шло 2 ряда колючей проволоки. И последний ряд колючей проволоки находился под высоким напряжением на изоляторах. Ранним утром археолог Роговский ведет нас знакомой дорогой в Балаклаву. В конце 50-х здесь, под Севастополем, военные инженеры выдолбили целый город в толще горы. Это раньше на этом объекте это была святая святых, где хранилась вся ДСПшная и секретная документация. Это были египетские пирамиды страны Советов, собственная электростанция, железная дорога, командные пункты, убежище на 10 тысяч человек. Все под горой. И даже первая в истории горная база ядерных ракет. Здесь проходили цепи подачи. Уникальную стройку еще в советские времена прозвали черной дырой. Строительство обошлось в миллиарды, еще больше было нужно на содержание объекта 825. Хрущев предлагал свернуть базу, а в ядерном погребе обустроить склады для вина. Конец подземного города совпал с развалом СССР. Раньше здесь находилась стальная бронированная крышка, которая перед запуском сдвигалась в сторону и открывала это пространство. К сожалению, сейчас охотники за металлом все это порезали, отсюда и вывезли. Единственное, на удивление, еще не дорезали там стартовый стул. Он почти обо всем говорит в прошедшем времени. Уникальную установку распилили по кусочкам за год, когда сняли охрану. В соседней скале еще одна разграбленная реликвия. Подземное укрытие для подводных лодок и завод по ремонту субмарин. Автономно более 5000 человек могли здесь существовать до 3 месяцев. За всю историю завода сюда не ступала ласта ни одного журналиста. Вход в штольню не виден ни для спутников, ни для проходящих в мили кораблей. Для своих оборудовали секретный фарватер. В
шахты дока могли зайти сразу 6 или 7 подлодок. Под водой еще сохранились мобильные стропила и ступени. Наверху все давно распилено и разворовано. Дмитрий Штоколов, Наталья Лагутина, Светлана Селина, Георгий Андроников, Елена Андреева, Игорь Акимов и Дмитрий Шиков. Телекомпания НТВ.